по заявке у нас течь масла ВВС. Мы посмотрели, течет сальник, коленвала передний. Видели пробег, в заявке у нас указано у нас заявка течь масла двигателя. Посмотрели, течет передний сальник. Вот также у нас сильно сапунит данный двигатель. Об этом было сказано владельцу. Сейчас мы будем скрывать форсуночки, смотреть эндоскопом состояние цилиндров и проверять герметичность самих цилиндров. У нас Scania DC13, 12-литровый двигатель. Так вот там потеки в районе этого коленвала, сальник. Так вот там все в масле. Снимаем клапанные крышки и будем доставать форсунки. Странно, тут эмульсия имеется чуть-чуть. Так, продемонстрировали мы двигатель, заглянули камерой, там ничего страшного не обнаружили эндоскопом. Состояние гильз в среднем неплохое, то есть задиров никаких не присутствовали. С помощью вот такого вот приспособления, это у нас промер утечки компрессии, соответственно. Мы выявили у нас 4-й, 3-й и 6-й потери через кольца. Выше, чем положено. В основном 4-й больше всего. С клиентом согласовали, он согласился менять, разбирать и смотреть состояние колец и гильз, так как сапунило и жор масла, собственно, присутствовал. Будем снимать головки. Ну вот, друзья, мы сняли головки. Как я и говорил, в принципе, состояние гильз хорошее. Визуальное. Гильзы неплохого качества. Имеются небольшие пролысинки. Вот здесь, вот с этой стороны. Поблескивает тоже. Вот. Это визуально, если осматривать, то есть сетка, в принципе, хорошая, практически до самого верха. Но надо доставать кольца, смотреть, что с кольцами.
все ли там хорошо. Снимаем мы вот эти вот колечки и немножечко почистим поршня, гильзы в этом месте, и будем снимать поддон. Они поджженные, через кольца пробивало. Но вот это чаще всего из-за неправильной отключения мочевины. То есть, когда горник у нас включен, у нас тогда сильно пробивает. В данный момент я пробовал и со снятым ручника тормоза, то есть горник открывался и все равно сильно спунил, потому как уже попробило и по кольцам повредило. То есть они уже не держат. Ну вот, друзья, мы достали гильзы. Блок еще в хорошем состоянии, то есть есть уже немножко коррозия. И по борту видны следы от резинки. На сканиях это частая проблема. Поэтому здесь еще блок в удовлетворительном состоянии. То есть сначала немного есть коррозия, но не сильно под резинку, то есть держать все будет. Ну и в принципе у него и не текло все. Меняем мы гильзы, меняем кольца. По кольцам пробитие было пробитие через кольца, то есть и масляные кольца, то есть прям вообще не разжималось уже в гильзах. Вставлял, по зазорам смотрел. Также мы разобрали весь перед. Будем снимать сальник. Тут уже тоже все почистили, приготовили. Теперь мы устанавливаем гильзы. Устанавливаем на места. Гильзы у нас установлены, подготовили мы поршня, почистили, одели новые кольца, установили новые вкладыши. Вот у нас установленные гильзы. Теперь устанавливаем поршня. Прям хуй его знает, чего, блядь, сюда. До того, как, блядь, он где-то разлетела форсунка, нахуй. Там, оказывается, не все так просто. Поршня установлены. Так, головки мы сделали. Поменяли направляющие, поменяли выпускные клапана, притерли, поменяли маслосъемные, засухарили. Головки готовы к установке. Итак, друзья, собрали мы перед, поменяли сальник, поменяли также подушки двигателя.
Установили на место вискомуфту. Все, что разбирали, установили. Теперь мы ставим головки блока цилиндров. Поставили новые прокладочки. Установили прокладки ГБЦ. Устанавливаем головки на свои места. Так, друзья, до такого состояния мы собрали двигатель, затянули головки 150, 250, 90, установили выпускной коллектор, впускной коллектор вместе с рампой топливной, устанавливаем крышечки, проставочки клапанных крышек. Так, друзья, клапана и форсуночки у нас отрегулированы. Все собрано. Устанавливаем клапанные крышечки и заливаем жидкости, пробуем первый запуск. Все на место установили, закрутили. Тех жидкости залили, антифриз, масло. Прокачали топливо как могли. Сейчас будем пробовать первый запуск.